Что если самая маленькая квартира в мире – это не студия в Токио и не каморка в Нью-Йорке, а деревянный ящик размером с гроб? В Гонконге тысячи людей платят реальные деньги за то, чтобы спать в клетках площадью 1,5 квадратных метра. Там нельзя выпрямиться, нельзя повернуться, а соседи буквально в сантиметрах от твоего лица. Это не тюрьма и не временный приют для бездомных. Это официальное жилье, в котором люди живут годами. Район Шам-Шуй-По в Гонконге – одно из самых плотно заселенных мест на планете. Здесь, в обычных многоквартирных домах, застройщики делают то, что в любой другой стране назвали бы преступлением. Берут стандартную квартиру площадью 30-40 квадратных метров и делят ее на 10, 12, иногда 14 отдельных жилых единиц. Каждая такая единица – деревянный или металлический ящик, вмонтированный в пространство от пола до потолка. Нижний ярус, верхний ярус, и снова нижний, и снова верхний, как полки в купейном вагоне, только ты платишь за это каждый месяц. Местные называют их гробными домами. Кап Сат Ук. Площадь одного такого места – от 1,4 до 2 квадратных метров. Длина примерно равна росту среднего человека, ширина чуть больше плеч. Внутри помещается только матрас. Сесть можно, только согнувшись. Встать в полный рост невозможно физически. Некоторые жильцы вешают внутрь маленький вентилятор, прикрепляют к стенке крючок для одежды, ставят у ног пластиковый контейнер для вещей. Это весь их быт. Дверь такого жилья – это либо деревянная панель на петлях, либо металлическая решетка с замком. Решетка популярнее. Через нее хоть немного проходит воздух. Летом в Гонконге температура поднимается выше 35 градусов при влажности 90%. В закрытом деревянном ящике без вентиляции температура внутри может быть на 5-7 градусов выше, чем снаружи. Люди спят в буквальном смысле в парилке. Туалет и кухня общие на всех жильцов квартиры. Это значит, что 12 человек делят один унитаз и одну конфорку. Очередь в туалет утром – обычная часть жизни. Готовить еду по расписанию – норма. Личного пространства нет вообще. Любой звук, любой запах, любой разговор соседа в метре от тебя слышен так, будто он у тебя в голове. Средняя стоимость аренды такого ящика в 2023 году составляла от 1800 до 3000 гонконгских долларов в месяц. В пересчете от 230 до 380 долларов американских. Для сравнения, минимальная зарплата в Гонконге в том же году составляла около 40 гонконгских долларов в час. Человек, работающий полный день на минималке, тратит на эту клетку почти треть своего дохода. Жильцы гробных домов – это не бездомные и не люди без работы. Среди них уборщики, строители, продавцы, пожилые пенсионеры, одинокие мигранты из материкового Китая. Многие живут в таких условиях не месяц и не два, а 5, 10, 15 лет. Некоторые старики провели в деревянном ящике последние годы своей жизни и умерли там же. В 2021 власти Гонконга официально насчитали около 100 тысяч человек, живущих в так называемом подразделенном жилье. Это общий термин, включающий гробные дома, клетки из металлической сетки и крошечные комнаты без окон. Реальная цифра, по оценкам правозащитников, выше около 200 тысяч. Это население среднего европейского города, живущее в условиях, которые в большинстве стран мира нарушают санитарные нормы. Гонконг входит в тройку самых дорогих рынков недвижимости в мире уже больше 10 лет подряд. Средняя цена квадратного метра в жилом доме в 2023 году составляла около 25 тысяч долларов американских. Это значит, что стандартная квартира площадью 40 квадратных метров стоит $1 миллион. Не в элитном районе, не с видом на бухту, просто обычная квартира в обычном доме. При такой стоимости жилья очередь на государственное субсидированное жилье в Гонконге составляет в среднем 6 лет. 6 лет ожидания. И все это время человек должен где-то жить. Именно этот разрыв между тем, что люди могут себе позволить, и тем, что реально существует на рынке, создал индустрию гробных домов. Арендодатели увидели спрос и начали буквально конструировать жилье из ничего. Из воздуха, фанеры и металлических уголков. Схема работает просто.
Владелец снимает большую квартиру у основного арендодателя за, допустим, 12 тысяч гонконгских долларов в месяц. Затем он делит ее на 12 ячеек и сдает каждую за 2000. Итого 24 тысячи в месяц при затратах в 12. Чистая прибыль 100%. Никаких лицензий, никаких строительных разрешений, никакой ответственности за условия проживания. До недавнего времени это было абсолютно законно, потому что в законах Гонконга просто не существовало минимальных требований к площади жилого помещения. Только в 2023 правительство Гонконга приняло закон, устанавливающий минимальную площадь арендуемого жилья в 8 квадратных метров. Закон вступает в силу постепенно и дает арендодателям переходный период. Это значит, что люди в ящиках площадью 1,5 квадратных метра продолжают в них жить прямо сейчас, пока чиновники обсуждают сроки. Реакция части арендодателей на новый закон оказалась предсказуемой. Они начали поднимать цены на чуть более крупные клетки, попадающие под норматив. 8 квадратных метров в Гонконге – это уже почти роскошь, и за нее берут соответственно. Те, кто не может платить больше, остаются в нелегальных ячейках, которые формально должны быть закрыты, но продолжают работать. Среди жильцов гробных домов есть отдельная категория, о которой говорят меньше всего – дети. По данным организации Общества общественной службы, за 2022 год в подразделенном жилье Гонконга проживало около 20 тысяч детей. Ребенок делает уроки, сидя на матрасе, потому что стола нет и поставить его некуда. Он засыпает под звуки чужих разговоров, кашля и телефонных звонков со всех сторон. У него нет угла, где можно побыть одному, нет пространства для игры, нет окна, в которое можно посмотреть. Психологи, работавшие с такими семьями, фиксируют у детей повышенный уровень тревожности, задержки в социальном развитии и трудности с концентрацией внимания. Это не абстрактная статистика, это конкретные дети, которые выросли в деревянном ящике и не знают, как выглядит комната с дверью, которую можно закрыть изнутри. Чан Вай живет в своем ящике уже 7 лет. Ему 62 года, он работает уборщиком в торговом центре в районе Монгкок, смена начинается в 6 утра. Подъем в 4:45, нужно успеть в очередь в туалет раньше остальных 11 соседей по квартире. Если не успел, опоздаешь на работу. Это не преувеличение, это его ежедневный расчет. Внутри его ячейки матрас, небольшой вентилятор, прикрепленный к потолку на расстоянии 20 сантиметров от лица, и пластиковый ящик под ногами, в котором хранится вся одежда. На стенке крючок, на крючке рабочая форма. Телефон заряжается от удлинителя, который тянется из общего коридора. Свет — маленькая светодиодная лента, приклеенная скотчем. Чан говорит, что первые полгода не мог спать из-за клаустрофобии, потом привык. Фотографы и журналисты, которым удавалось попасть внутрь таких квартир, описывают один и тот же запах – смесь влажного дерева, еды и человеческого тепла, который не выветривается никогда. Вентиляция в большинстве таких зданий рассчитана на одну семью, а не на 12 взрослых людей. Влажность внутри постоянно высокая, на деревянных стенках ячеек появляется плесень. Некоторые жильцы оклеивают стенки изнутри полиэтиленом, чтобы замедлить ее рост. Пожарная безопасность в гробных домах – отдельная катастрофа. В феврале 2022 в здании в районе Джордан вспыхнул пожар в доме с подразделенным жильем. Погибли 5, еще десятки получили ожоги и травмы. Расследование показало, узкие деревянные перегородки между ячейками вспыхнули за секунды, эвакуационные проходы были заблокированы вещами жильцов, а единственная лестница оказалась слишком узкой для одновременной эвакуации. Пожарные инспекторы после этого случая проверили сотни аналогичных объектов по всему городу и признали большинство из них опасными. Закрыты были единицы, отдельный тип гробного жилья, клетки из металлической сетки. Это буквально кровать, огороженная со всех сторон сеткой рабицей с замком. Никакой деревянной стенки, никакой иллюзии приватности, все на виду. Соседи видят, как ты спишь, как переодеваешься, как плачешь. Такие клетки появились раньше деревянных ящиков, еще в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда в Гонконг хлынула волна беженцев с материка. Тогда это считалось временным решением. Часть этих клеток стоит до сих пор. Журналист издания South China Morning Post провел в одной из таких клеток одну ночь в 2019-м в рамках репортажа.
Он описал, что главное ощущение не теснота и не запах, а звук. Кашель соседа слева, бормотание телевизора соседа справа, чьи-то шаги в 2 часа ночи, скрип чужой кровати. Он написал, что к утру у него было ощущение, будто он не спал вообще, хотя формально лежал 8 часов. Жильцы клеток живут с этим звуком каждую ночь на протяжении лет. Чан Вай на вопрос журналиста, думает ли он о том, чтобы уехать из Гонконга и найти жилье где-то еще, ответил коротко: «Здесь его работа. Здесь его врач в государственной поликлинике, которого он ждал 3 месяца. Здесь его маршрут, который он знает наизусть». Переезд — это не просто смена адреса, это потеря всей системы выживания, которую он строил годами. Поэтому он остается в своем ящике и встает в 4:45. Гробные дома — не самое крайнее, до чего доходят люди в Гонконге ради крыши над головой. Есть категория жилья еще ниже, и называется она «кабинки для сна». Крошечные капсулы, которые сдаются посуточно или понедельно в подвалах и на верхних этажах старых зданий. Высота потолка в таких капсулах около 90 сантиметров. Сесть прямо невозможно, можно только лечь. Такие места официально не являются жильем. Они оформлены как гостиницы посуточного проживания или вообще никак не оформлены. Именно поэтому они выпадают из большинства статистик и проверок. Человек, который снимает такую капсулу на неделю, юридически считается туристом, а не арендатором. У него нет никаких прав, как у жильца, и выгнать его можно в любой момент. Стоимость такой капсулы от 180 до 350 гонконгских долларов в сутки. На первый взгляд это дешевле, чем гробный дом, но в пересчете на месяц выходит дороже. Люди снимают их не потому, что это выгодно, а потому что у них нет денег на депозит, который требует при аренде даже самой маленькой ячейки. Стандартный депозит в гробном доме — 2 месяца аренды вперед. Для человека с минимальной зарплатой это сумма, которую нужно копить несколько месяцев. В 2018 году некоммерческая организация «Общество по изучению жилищных прав» задокументировала случай 73-летнего мужчины по имени Лам, который жил в такой капсуле в подвале здания в Коулуне на протяжении 4 лет. Его пенсия составляла 2600 гонконгских долларов в месяц. Стандартная государственная выплата по старости. Аренда капсулы обходилась ему в 2200. На еду, лекарства и все остальное оставалось 400 долларов. Это примерно 50 долларов американских в месяц. Лам выходил из подвала каждое утро, чтобы поесть в благотворительной столовой неподалеку. Там кормили бесплатно. Он возвращался в капсулу к вечеру и ложился спать в 9, потому что делать больше было нечего. Телефона у него не было, телевизора в капсуле тоже. Он провел в этом режиме 4 года, пока организация не помогла ему встать в очередь на государственное жилье и не нашла временное место в приюте. Параллельно с капсулами существует еще один тип жилья, так называемые клетки на крышах. Это самострой на крышах старых жилых домов, фанерные и жестяные конструкции, которые люди возводят сами или арендуют у таких же неофициальных застройщиков. Никакого отопления, никакой изоляции. Летом внутри плюс 45 из-за раскаленной крыши под ногами. Зимой, когда в Гонконге температура опускается до 80 градусов, практически улица, только с крышей над головой. По оценке городского департамента планирования, в 2020 году на крышах гонконгских зданий в самодельных конструкциях проживало около 10 тысяч человек. Власти периодически проводят рейды и сносят такие постройки как незаконные. После сноса люди переходят в гробные дома или капсульные подвалы, если хватает денег на депозит. Если не хватает, строят заново на другой крыше. Все это существует в городе, где в 20 минутах езды на метро стоят жилые небоскребы с бассейнами на крышах, консьержами и квартирами по 20 миллионов долларов. Один и тот же город, одно и то же небо над головой. Чтобы понять, почему сотни тысяч людей живут в деревянных ящиках, нужно посмотреть на цифры рынка недвижимости Гонконга. Они выглядят как опечатка, но это реальность. В 2021 году агентство по недвижимости Knight Frank признало Гонконг самым дорогим рынком жилья в мире в 13-й раз подряд. Не второй, не третий, 13-й год подряд на первом месте. Средняя цена квартиры в Гонконге в 2023 году составляла около 8 миллионов гонконгских долларов.
Это примерно $1 миллион американских. Среднегодовой доход домохозяйства в Гонконге около 300 тысяч гонконгских долларов. Чтобы купить среднюю квартиру без ипотеки, семье нужно откладывать весь свой доход целиком на протяжении 26 лет, не тратя ни цента на еду, одежду и транспорт. С ипотекой ежемесячный платеж съедает от 70 до 90% дохода средней семьи. Земля в Гонконге принадлежит государству. Это не метафора. Буквально вся земля является собственностью правительства, которое продает застройщикам право аренды на 50 лет. Правительство кровно заинтересовано в высоких ценах на землю, потому что продажа земельных участков формирует значительную часть городского бюджета. В отдельные годы доходы от продажи земли составляли до 20% всех поступлений в казну. Это означает, что у властей есть прямой финансовый стимул не допускать падения цен на недвижимость. Застройщики в Гонконге – это отдельная экономическая реальность. 4 крупнейшие строительные группы контролируют большую часть жилого рынка города. Их владельцы входят в список богатейших людей Азии. Компания Henderson Land в 2021 продала парковочное место в элитном жилом комплексе за $870 тысяч американских. Одно парковочное место. Для сравнения, средний житель гробного дома зарабатывает примерно столько же за 20 лет. Государственное субсидированное жилье в Гонконге существует и реально помогает тем, кто в него попадает. Квартиры сдаются по ценам в 3-5 раз ниже рыночных. Проблема в очереди. По состоянию на 2023 год в ней стояло около 200 тысяч семей. Среднее время ожидания для одиноких заявителей более 20 лет. Для семей около 6 лет. Но эта цифра постепенно растет. Люди подают заявку, когда им 30, и получают квартиру к 50, если вообще получают, потому что часть из них умирает в очереди, буквально. В 2022 году правозащитная организация зафиксировала случай: 80-летняя женщина по имени Вонг ждала государственную квартиру 23 года. За это время она сменила 4 гробных дома, каждый раз ее выселяли, когда арендодатель решал снести перегородки или поднять цену выше ее возможностей. Когда ей, наконец, пришло уведомление о выделении квартиры, она уже не могла самостоятельно передвигаться и попала в государственный дом престарелых, так и не пожив в нормальном жилье ни одного дня. Парадокс Гонконга в том, что город строит много и строит быстро. Новые башни вырастают постоянно. Но они строятся не для тех, кто живет в ящиках. Они строятся для инвесторов из материкового Китая, для финансистов, для состоятельных семей, которые покупают квартиры как актив, а не как место для жизни. По данным за 2022 год, около 100 тысяч квартир в Гонконге стоят пустыми. Их владельцы не живут в них и не сдают, просто держат как вложение. 100 тысяч пустых квартир в городе, где 200 тысяч человек спят в деревянных ящиках. Люди, которые живут в гробных домах годами, вырабатывают собственную систему адаптации, набор привычек и правил, которые позволяют сохранять рассудок в пространстве размером с шкаф. Социологи из Гонконгского университета, проводившие интервью с жильцами в 2020 году, зафиксировали несколько устойчивых паттернов поведения, которые повторялись у большинства опрошенных независимо от возраста и пола. Первый – максимальное время вне ячейки. Жильцы гробных домов проводят дома меньше времени, чем любые другие категории арендаторов. Они уходят рано и возвращаются поздно. Не потому что работают больше, а потому что находиться внутри психологически невыносимо дольше необходимого. Торговые центры Гонконга, которые работают до 10-11 вечера, фактически выполняют функцию гостиной для тысяч людей без нормального жилья. Кондиционированный воздух, сиденья, туалеты, бесплатный Wi-Fi – все то, чего нет в ящике. Второй паттерн – жесткая территориальность внутри минимального пространства. При всей крошечности своей ячейки жильцы крайне болезненно реагируют на любое вторжение. Если сосед случайно задел чужую дверь или прислонился к чужой стенке, это воспринимается как серьезное нарушение. Психологи объясняют это компенсацией. Когда личного пространства почти нет, человек защищает то микроскопическое, что есть, с удвоенной интенсивностью. Мэй Линг, 38 лет, работает кассиром в супермаркете в районе Вань-Чай. Она живет в гробном доме 5 лет вместе с дочерью 12 лет. Их ячейка – двухъярусная конструкция.
Дочь спит наверху, она внизу. Суммарная площадь около 3 квадратных метров на двоих. Мэй рассказала журналисту, что самое трудное — это домашние задания дочери. Девочка делает их, лежа на животе на верхнем ярусе, положив тетрадь перед собой. Писать так неудобно, рука устает, почерк плохой. Учительница несколько раз делала замечания по поводу неаккуратности. Мэй не объясняла учительнице, почему так получается. Социальная невидимость — еще одна общая черта жильцов гробных домов. Большинство из них тщательно скрывают свой адрес от коллег, знакомых, иногда от родственников. Стыд за жилье в Гонконге — мощная культурная сила. В обществе, где статус определяется в том числе местом проживания, признание того, что ты живешь в деревянном ящике, воспринимается как полное социальное поражение. Люди указывают в документах название района, но не конкретный адрес. Никогда не приглашают никого домой. Встречаются с людьми только вне дома. Один из опрошенных социологами мужчин, 45-летний бухгалтер средней руки по имени Кеннет, жил в гробном доме 3 года после развода. Он работал в офисе, носил костюм, ездил на деловые встречи. Ни один из его коллег не знал, где он живет. Он снял нормальную квартиру только тогда, когда нашел соседа по комнате и смог разделить аренду. До этого момента он каждый вечер возвращался в ящик, переодевался в темноте и лежал, глядя в деревянный потолок в 20 сантиметрах от лица. Медицинские последствия жизни в таких условиях документируются гонконгскими врачами с 90-х годов прошлого века. Хроническое недосыпание из-за шума у большинства жильцов. Респираторные заболевания из-за плесени и плохой вентиляции в 2 раза чаще, чем у людей с нормальным жильем. Депрессия и тревожные расстройства, по данным исследования Гонконгского университета, за 2021 год среди жильцов подразделенного жилья их уровень в 3 раза выше среднегородского. Люди болеют не потому, что слабые, они болеют потому, что живут в условиях, которые разрушают здоровье методично и неостановимо. Ловушка гробного дома работает по простой механике. Чем дольше ты в нем живешь, тем сложнее выбраться. Это не метафора. Это финансовая математика, которую социологи называют ловушкой бедности в жилищном секторе. Человек платит за ячейку треть или половину своего дохода. На накопление не остается ничего или почти ничего. Без накоплений невозможно собрать депозит на нормальную квартиру. Без нормальной квартиры невозможно улучшить качество сна, здоровье и продуктивность. Без этого невозможно продвинуться по работе и увеличить доход. Круг замкнулся. Исследование Политехнического университета Гонконга, опубликованное в 2022 году, показало, средний житель гробного дома живет в нем 7 лет и 2 месяца. Это не временное решение на период трудностей, это устойчивое состояние, из которого большинство не выходит. Из тех, кто прожил в подразделенном жилье больше 10 лет, только 12% смогли самостоятельно, без государственной помощи, переехать в нормальное жилье. Пандемия ковида в 2020 и 2021 годах показала, насколько уязвима эта система. Когда власти Гонконга ввели требования самоизоляции для заболевших, жильцы гробных домов оказались в буквально невозможной ситуации. Изолироваться в ячейке площадью 1,5 квадратных метра при 12 соседях за стенкой физически невозможно. Вирус распространялся по таким квартирам мгновенно. По данным Департамента здравоохранения, уровень заболеваемости в районах с высокой концентрацией подразделенного жилья был в 4 раза выше среднегородского во время пика 3-й волны в начале 2021 года. Часть арендодателей во время пандемии повела себя так, как никто не ожидал, в худшем смысле. Зная, что жильцам некуда идти и что выселение в разгар карантина фактически означает улицу, некоторые из них подняли цены. Не снизили из солидарности, не оставили прежними, подняли. Задокументированные случаи повышения аренды в разгар локдауна на 10-15% были зафиксированы правозащитными организациями в районах Шам-Шуйпо и Коулун-Сити. Правительство Гонконга запустило несколько программ помощи жильцам подразделенного жилья за последние годы. Программа «Переходное жилье» предполагает создание временных жилых комплексов в ожидании государственных квартир, контейнерные и модульные дома площадью от 18 квадратных метров по субсидированной аренде.
К 2025 году планируется создать около 15 тысяч таких мест. Звучит значительно, пока не сравниваешь с 200 тысячами человек в очереди. Активисты и архитекторы предлагают альтернативные решения. Группа архитекторов из объединения ProCommunity разработала проект микроквартир площадью 12 квадратных метров с трансформируемой мебелью, которые можно строить быстро и дешево на государственных землях. Проект получил несколько международных наград в области социального дизайна. В Гонконге он пока не реализован ни в одном здании. В 2023 году новый глава администрации Гонконга объявил о масштабном плане освоения новых территорий на севере полуострова. Проект Северной метрополии предполагает строительство жилья для примерно 2,5 миллионов человек. Сроки реализации 20 лет. Для человека, который прямо сейчас лежит в деревянном ящике и смотрит в потолок в 20 сантиметрах от лица, 20 лет — это не план, это приговор. В марте 2023 года гонконгская газета «Мингпао» опубликовала расследование, которое вызвало волну обсуждений даже в привыкшем к жилищным скандалам городе. Журналисты обнаружили дом в районе Deepwater Bay, где арендодатель разделил квартиру на 22 ячейки. Не 10, не 12, 22. В квартире, которая по проекту предназначалась для одной семьи из 4 человек, жили 22 взрослых человека. Один туалет, одна раковина, один выход. Пожарный инспектор, осмотревший здание после публикации, заявил, что в случае возгорания шансы на эвакуацию всех жильцов через единственный коридор шириной 70 сантиметров близки к нулю. Арендодатель получил предписание, через 3 месяца предписание было обжаловано в суде, жильцы продолжали жить в тех же условиях. Но даже это не предел. В 2019 году в районе Ванчай был обнаружен так называемый гробный дом 3-го уровня. Ячейки, встроенные не в квартиру, а в другие ячейки. Арендодатор взял стандартный гробный дом с высотой потолка около 2 метров 40 сантиметров и разделил каждую ячейку по вертикали еще раз, создав двухъярусные секции высотой по 120 сантиметров каждая. Человек внутри не мог даже сесть, только лежать. Аренда каждой такой полуячейки составляла 1400 гонконгских долларов в месяц. Все места были заняты. Гонконг занимает территорию около 1100 квадратных километров. Но 75% этой территории — это охраняемые природные зоны, парки и крутые склоны, непригодные для застройки. Весь жилой фонд сосредоточен на 25% площади. При этом власти десятилетиями отказывались застраивать охраняемые зоны, ссылаясь на экологические нормы. В результате в городе с населением 7 миллионов 300 тысяч человек плотность застройки в жилых районах является одной из 3 наивысших на планете. Цифры плотности населения в районах с гробными домами разрывают воображение. В Шам-Шуйпо на 1 квадратном километре живут около 130 тысяч человек. Для сравнения, плотность населения Москвы в самых загруженных районах составляет около 25 тысяч человек на квадратный километр. Гонконгские кварталы с подразделенным жильем в 5 раз плотнее самых населенных московских районов. В этой плотности рождается особый вид социального давления. Исследователь Гонконгского университета Лам Вай Ман зафиксировал феномен, который он назвал пространственной агрессией. Резкий рост бытовых конфликтов и физических столкновений между соседями в домах с подразделенным жильем по сравнению с обычными многоквартирными домами. Драки из-за очереди в туалет, конфликты из-за запахов еды, столкновения из-за шума – все это происходит в пространстве, где люди вынуждены находиться в физическом контакте 24 часа в сутки. Полицейская статистика района Шам-Шуйпо показывает уровень бытового насилия в 3 раза выше среднегородского. Часть случаев никогда не фиксируется, люди не вызывают полицию, потому что боятся привлечь внимание к нелегальному статусу своего жилья и оказаться выселенными. Самое тяжелое в этой истории не цифры и не статистика. Это то, что происходит с человеческим достоинством после нескольких лет жизни в ящике. Социальный работник Чен Сяохуэй, работающая в районе Коулун с 2015 года, описывает это так. Люди перестают мечтать о хорошей квартире. Они начинают мечтать о том, чтобы сосед не кашлял ночью, о том, чтобы однажды принять душ, когда захочется, а не по расписанию.
О том, чтобы иметь дверь, настоящую дверь, которую можно закрыть и за которой никого нет. Горизонт желаний сжимается до размеров ячейки, в которой человек живет. И это, говорит Чен, страшнее любых цифр. В начале 2024 года власти Гонконга снесли один из старейших гробных домов в районе Шам-Шуйпо. Здание простояло с 60-х годов прошлого века. Журналисты пришли снимать снос. Среди жильцов, которые выносили свои вещи в пластиковых пакетах, была 80-летняя женщина по имени Хо. Она прожила в этом доме 31 год. Все ее имущество уместилось в 2 пакета. Куда она пойдет, она не знала. Это и есть ответ на вопрос из начала. Самые маленькие квартиры в мире — не архитектурный эксперимент, не японская эстетика минимализма и неосознанный выбор людей, решивших жить проще. Это конечная точка, до которой доводит человека рынок, в котором жилье давно перестало быть местом для жизни и стало финансовым инструментом. 1,5 квадратных метра — это не минимум, ниже которого нельзя опуститься. Как показал случай с 2-ярусными полуячейками в Ванчае, нижней границы не существует, пока существует спрос. А спрос существует, пока 200 тысяч человек не могут позволить себе ничего другого. Архитектор Гэри Чан в 2010 году показал всему миру, что можно сделать с квартирой площадью 32 квадратных метра. Его трансформируемое жилье в Гонконге объехало все мировые издания об архитектуре и дизайне. 24 конфигурации одного пространства, умная мебель, продуманный свет, красиво и остроумно. Но даже его 32 квадратных метра в Гонконге стоят столько, что жилец гробного дома не накопит на них за всю жизнь. В 2025 году закон о минимальной площади жилья в 8 квадратных метров должен был заработать в полную силу. Правозащитники уже фиксируют последствия. Часть арендодателей действительно ликвидировала самые маленькие ячейки. Но вместо того, чтобы создать нормальное жилье, они просто укрупнили секции до 8 квадратных метров и подняли аренду вдвое. Те, кто не может платить вдвое больше, ушли в нелегальный сектор, в подвальные капсулы и крышевые постройки, которые под действие закона не подпадают. Чан Вай, уборщик из Монгкока, который вставал в 4:45 каждое утро, чтобы успеть в туалет, в 2024 году получил уведомление из очереди на государственное жилье. Ему предложили квартиру площадью 21 квадратный метр в новом жилом комплексе в новых территориях. Если вам интересно, как еще можно обустраивать маленькие пространства, переходите на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете не только истории о крошечных квартирах, но и множество креативных идей, которые заставят вас задуматься, а не переехать ли в гробик с Wi-Fi. Ссылка в описании. Аренда 2000 гонконгских долларов в месяц. Он согласился немедленно. Он рассказал журналисту, что первую ночь в новой квартире не спал, просто лежал и смотрел в потолок, который был в 2,5 метрах от него, а не в 20 сантиметрах. Он сказал, что не мог поверить, что это расстояние реальное. 7 лет в ящике. 7 лет подъема в 4:45. И первая ночь нормального сна в 63 года. Гонконг остается городом, где самая дорогая недвижимость в мире соседствует с самым маленьким жильем в мире. Где в 20 минутах езды на метро от квартир за 20 миллионов долларов люди платят реальные деньги за право спать в деревянном ящике. Где 100 тысяч пустых инвестиционных квартир стоят в темноте, пока 200 тысяч человек лежат в клетках и слушают, как кашляет сосед в сантиметре от их лица. 1,5 квадратных метра. Это не минимум человеческого жилья. Это то, что происходит, когда жилье окончательно становится товаром.